Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по самым загадочным и секретным местам нашей планеты. Это не просто туристические точки, которые можно найти в путеводителях, а настоящие тайны, скрытые от глаз человечества. Места, о которых ходят легенды, где переплетаются наука, мистика и человеческое любопытство. Мы поговорим о том, почему эти уголки остаются недоступными, какие истории за ними стоят, и что они могут рассказать нам о мире, в котором мы живем. Готовы? Тогда давайте начнем. Первое, о чем хочется рассказать, это зона 51 в США. Наверняка вы слышали о ней, ведь это, пожалуй, самое известное секретное место на Земле. Расположенная в пустыне Невада, в 160 километров от Лас-Вегаса, эта военная база окружена таким количеством слухов и теорий заговора, что ее название стало синонимом тайн. Официально зона 51 – это полигон для испытаний военных технологий, и до 2013 года правительство США даже не признавало ее существование. Но что делает это место таким притягательным для исследователей и любителей загадок? Все началось в 1947 году с так называемого Розуэльского инцидента, когда, по слухам, в штате Нью-Мексико потерпел крушение инопланетный корабль, а обломки и тела пришельцев якобы перевезли именно сюда. Конечно, официально это объяснили падением метеозонда, но скептики уверены, власти скрывают правду. Интересно, что даже сегодня зона 51 остается закрытой территорией. Ее границы охраняются вооруженными патрулями, а над ней запрещены полеты. Но что, если это не про инопланетян, а про что-то более земное? Некоторые эксперты предполагают, что здесь тестируют секретные самолеты, вроде знаменитого SR-71 Blackbird, или даже дроны нового поколения. А может и то, и другое? Ведь пустыня – идеальное место для экспериментов, где никто не увидит и не услышит. Как думаете, что там скрывают на самом деле? Теперь перенесемся в холодные просторы Арктики, на норвежский остров Шпицберген. Здесь, глубоко внутри горы, спрятано всемирное хранилище семян, которое еще называют хранилищем судного дня. Звучит зловеще, правда? Но цель у него благородная – сохранить семена всех сельскохозяйственных культур мира на случай глобальной катастрофы. Представьте, ядерная война, климатический кризис или эпидемия уничтожают растительность на планете. И вот это хранилище становится последней надеждой человечества. Внутри, на глубине 120 метров, в условиях вечной мерзлоты, хранятся миллионы образцов семян из разных уголков мира. Даже Северная Корея отправила сюда свои семена, что само по себе удивительно, учитывая их закрытость. Почему Шпицберген? Это место выбрано не случайно. Оно далеко от тектонических разломов, на высоте 130 метров над уровнем моря, так что даже если лед растает из-за глобального потепления, хранилище не затопит. А еще здесь холодно. Температура внутри поддерживается на уровне минус 18 градусов. Но вот что интересно. В 2015 году хранилище уже пригодилось. Сирия, раздираемая войной, запросила семена для восстановления сельского хозяйства. Это был первый случай, когда храм судного дня открыли не просто для хранения, а для реальной помощи. И это заставляет задуматься, насколько мы близко к тому, чтобы такие места стали не просто страховкой, а необходимостью. А теперь давайте спустимся под землю, в Москву, где, по слухам, существует секретная система метро, известная как Метро-2. Говорят, ее построили еще при Сталине, чтобы соединить ключевые правительственные объекты – Кремль, аэропорт Внуково-2, Генеральный штаб. Представьте себе, целая сеть туннелей, скрытая от глаз обычных людей, по которой в случае войны или кризиса элита могла бы быстро эвакуироваться. Официально власти отрицают существование Метро-2, но слухи подогреваются рассказами строителей и случайными находками. Например, в 90-е годы группа диггеров утверждала, что наткнулась на странные туннели под городом, которые не связаны с обычным метро. А еще есть линия Д6, о которой говорят как о части этой системы. Правда или вымысел? С одной стороны, в эпоху Холодной войны такие проекты были вполне логичны. Многие страны строили бункеры и убежища. С другой стороны, никаких доказательств, кроме слухов, нет. Но если Метро-2 реально существует, то это не просто инженерный подвиг, а символ того,
как власть всегда стремится обезопасить себя в первую очередь. Дальше отправимся в Тихий океан, на остров Нихау, который называют запретным островом. Этот маленький кусочек суши принадлежит Гавайям, но попасть туда практически невозможно. Почему? Остров находится в частной собственности семьи Робинсон с 1864 года, и они строго ограничивают доступ. Здесь живут всего около 130 человек. В основном коренные гавайцы, которые ведут традиционный образ жизни. Нет интернета, нет машин, даже электричество ограничено. Владельцы острова говорят, что хотят сохранить его культуру и природу в первозданном виде. Но есть и другая сторона. В прошлом здесь проводились военные учения, и некоторые считают, что остров до сих пор используется для секретных операций. Интересно, что даже туристам попасть сюда можно только по специальному приглашению, а такие туры – редкость. Например, в 1987 году предлагались охотничьи экскурсии, но сейчас и этого нет. Единственный способ увидеть Нихау – облететь его на вертолете или проплыть вдоль берега на лодке. Это место заставляет задуматься, что важнее – сохранить уникальный уголок планеты или открыть его для всех. И почему частная земля может быть настолько закрытой в современном мире? Теперь перенесемся в Англию, к базе Менвит-Хилл. Это еще одно место, о котором мало кто знает, но оно играет огромную роль в глобальной системе слежки. Официально это станция радиоперехвата, но многие уверены, что она часть сети Эшелон, шпионской программы, объединяющей США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Представьте себе, гигантские белые купола, похожие на мячи для гольфа, разбросанные по зеленым холмам Йоркшира. Они улавливают сигналы со спутников, телефонных линий, интернета. Говорят, что Менвит-Хилл может перехватывать миллионы сообщений в день. Но что с этой информацией делают? Одни считают, что это защита от терроризма, другие, что это инструмент тотальной слежки за людьми. Интересно, что база окружена заборами с колючей проволокой и предупреждающими знаками, а местные жители давно привыкли к ее присутствию. Но попасть внутрь? Забудьте. Это место как черная дыра. О нем знают, но никто не расскажет, что там происходит на самом деле. Как вы думаете, насколько такие базы влияют на нашу жизнь, даже если мы о них не подозреваем? А теперь давайте поговорим о чем-то более древнем и мистическом, о подводных пирамидах Йонагуни у берегов Японии. Их обнаружили в 1980-х годах, и с тех пор ученые спорят, это творение природы или рук человека. Эти структуры, похожие на ступенчатые пирамиды, лежат на глубине 25 метров. Некоторые из них имеют ровные края, углы в 90 градусов и даже что-то вроде лестниц. Возраст – более 10 тысяч лет. Если это сделал человек, то история цивилизации, которую мы знаем, рушится. Ведь 10 тысяч лет назад, по официальной версии, люди только начинали осваивать земледелие, а не строить подводные города. Но есть и скептики, которые говорят, это просто причуды природы, эрозия и подводные течения. Однако местные рыбаки веками рассказывали о потерянном городе в этих водах. А что, если это остатки древней культуры, вроде Атлантиды? Япония вообще богата на загадки. Рядом с Йонагуни есть еще и легенды о драконах и странные геологические аномалии. Это место заставляет задуматься, сколько еще тайн скрыто под толщей океана. И напоследок, остров Северный Сентинел в Индийском океане. Это, пожалуй, самое изолированное место на планете. Здесь живет племя сентинельцев, которое не контактирует с внешним миром. Они не просто избегают чужаков, они их атакуют. Любой, кто приближается к берегу, рискует получить стрелу в грудь. В 2018 году американский миссионер Джон Чау попытался высадиться на остров, чтобы обратить местных в христианство, и был убит. Индия, которой формально принадлежит остров, запретила туда приближаться, чтобы защитить и племя, и любопытных. Ученые считают, что сентинельцы живут так десятки тысяч лет, не зная металла, письменности, даже огня в привычном нам виде. Их язык неизвестен, их численность – загадка. Почему они так агрессивны? Возможно, это память о прошлом, когда чужаки приносили болезни и смерть. А может, это просто их способ выживания? Но вот парадокс. В эпоху, когда мы летаем в космос, есть уголок Земли, где время остановилось. И это не просто секретное место, это вызов нашему пониманию прогресса. Так что же объединяет все эти места? Они скрыты от нас по разным причинам. Безопасность,
природа, политика, история. Но каждая из них — это кусочек пазла, который напоминает: наш мир полон тайн. И чем больше мы узнаем, тем больше вопросов возникает. Что скрывается за заборами зоны 51? Как долго простоит храм судного дня? И что еще лежит на дне океанов? Эти места Мэтью не просто точки на карте, а зеркало, в котором отражаются наши страхи, надежды и любопытство. Как думаете, какие еще секреты ждут своего часа? Делитесь в комментариях, ставьте лайк, если было интересно. И подписывайтесь. Впереди нас ждет еще больше загадок. До встречи!